Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Сначала Чонгук засмущал Тэхёна, а затем Тэхён засмущал Чонгука. Девятое место. Партнер — это ведь семья. Семья Чонгук, семья. Восьмое место. Совпадение или нет? Когда парни стояли в обнимку, видимо, кто-то из стаффа сделал замечание, и им пришлось разойтись. Но Чонгук долго не думал, опять подошел к Тэхёну и смотрел на стафф оленьими глазками. Но тут вмешался папа Намджун, сам пододвинул Чонгука к Тэхёну и грозно глянул на стафф, мол, вопросы. Напомню вам про этот лайв Тэхёна и его улыбку, когда увидел видео Арми. Седьмое место. Я прекрасно понимаю реакцию Чонгука. Шестое место. Поведение пары. Всем сердцем обожаю этот момент. Смущение Тэхёна, нежная улыбка Чонгука и понимание того, что помада любимому очень идет. Пусть он и выглядит забавно, но при этом чертовски горяч. Не существует ничего в этом мире, что могло бы хоть как-то бросить тень на Тэхёна в глазах Чонгука и наоборот. Что бы они ни делали, это всегда будет одобрено и принято с восхищением. Некоторые вещи не меняются. Только вместе и только рядом. Пятое место. Если кто-то спросит, как выглядит любовь, можете смело показывать им этот момент.
4 место. Забота. Раньше, когда у парней не было нормальной охраны, охранником Тэхёна был Чангук. Третье место. Новости. Арми в Твиттере. Мы впятером поехали в другой город на скоростном поезде, чтобы встретиться с еще 2 друзьями и отпраздновать день рождения одного из нас. Было очень весело. Несложно догадаться, кто биас этих Арми. Вы меня хоть убейте, но Чангук такой милый байкер. Ну почему он выглядит таким сладким пирожком? А теперь вспомним такого байкера Чангука и начинаем выть. Беру свои слова обратно, Чангук не пирожок, а крутой перец. Ну, потому что так закрывать джип Wrangler может только очень горячий мэн. Ох уж эти 99%. Документалка Чангука выйдет 18 сентября, если верить информации на сайте кинотеатра Cinemark. Этот релиз посвящен Чангуку, широко известному как самый популярный участник BTS, который развивается как сольный исполнитель в преддверии выхода своего первого сольного альбома Golden. Фильм рассказывает о его 150-дневном путешествии в преддверии выхода альбома, освещая его новаторский путь. В фильме представлены живые выступления в Сеуле и знаменитое выступление на Таймс-сквер, а также новые интервью и закадры. Длительность фильма – 1 час 30 минут. Этот цыганский барон явно запал на мистера Кима. Комарёби – красивое японское слово, обозначающее солнечный свет, пробивающийся сквозь листья деревьев.
Это поэтический термин, который отражает особый, умиротворяющий момент в природе, подчеркивая игру света и тени. Это слово воплощает чувство спокойствия и восхищения красотой, которую можно найти в маленьких, мимолетных моментах. Тэхён ценит искусство, природу и мельчайшие детали жизни. Легко представить, что он понимает концепцию комарёби и находит в ней отклик. Его музыка и визуальные эффекты часто отражают глубокую чувствительность к красоте и эмоции, связанные с мимолетными моментами, подобно нежному солнечному свету, пробивающемуся сквозь листья. Ну как можно быть таким милым? СМИ сообщают о популярности слоу-дансинг Тэхёна, которая превысила 400 миллионов прослушиваний на Spotify. В статье также освещаются достижения трека с момента его выпуска. Слоу-дансинг — это поп-R&B песня, основанная на соул-звучании 1970-х годов, и была оценена как уникальная попытка, которую было трудно увидеть в кей-поп. Billboard поставил Рэйоува на второе место в лучшем альбоме кей-поп 2023 года. И в частности, соло флейты во второй половине Slow Dancing было оценено как нетрадиционная попытка показать волю Т к музыкальному видению. Британский журнал Time Out поставил Рэйоува на 19 место в списке 30 лучших альбомов 2023 года. СМИ рекомендовали Slow Dancing как душевный трек, который прекрасно сочетается с хореографией песни. Для тех, кто все еще хоть немного расстроен выходом шоу, после съемок этой комедии Чангук и Тэхён всегда находят в своем плотном графике возможность быть вместе. Второй концерт Юнги в Сеуле – яркое тому подтверждение. Чангук год назад на Агуст Дитур Дидей. Я честно не понимаю и никогда не пойму, как люди выживают на живых концертах группы. Увидеть такое один раз и умереть – вот моя философия. Письма, написанные Тэхёну в Лос-Анджелесе 3 августа. Помните эту легендарочку?
Тэхён поделился этим фото в Твиттере 5 августа 2013 года. Одна из самых милых привычек Чангука – закидывать голову назад во время смеха. Уважаемые люди, в преддверии выхода шоу «Давайте договоримся на берегу», так сказать. Данное тревел-шоу – это всего лишь шоу. Поэтому относиться надо к нему исключительно как к шоу. Шоу имеет режиссера, сценаристов, продюсеров, сценарист-постановщик и актеров. Знаете, кто платит? Тот и музыку заказывает. В данном случае платит компания. И поскольку у нас нет столько денежки, как у компании, мы с вами будем наслаждаться шоу, еще раз подчеркиваю, двух друзей. Поэтому уважайте труд Чангука, вспомните его сумасшедший график, сон по пару часов в сутки, и оцените его старания для нас не оскорблять Чимина, он всего лишь делает свою работу по контракту. Главное и важное, мы с вами знаем правду. Правда, которая не для камер и без сценария. Всем добра! Видео для рыдания по волосам Чангука. Такие красивые, что захватывает дыхание. Тэхён, играющий на музыкальных инструментах, разрушительно красив. По данным Star News, Тэхён получает за один эпизод гонорар в размере от $445 тысяч, что является выше, чем плата самого популярного актера в Корее. При этом Тэхён снялся только в одной дораме и дебютировал в качестве ведущего. Все еще не верится, что нам дали это, да еще и в День влюбленных. Умоляю, это крошечная родинка на переносице Чангука. Чангук всегда немного подвисает на Тэхёне. Эта поза выглядит ужасно знакомо.
Фанаты размышляют о появлении Ким Тэ-хёна в игре «Кальмаров 2» после появления этого кадра. Армии начали рассуждать о появлении Ким Тэ-хёна в игре «Кальмара 2» после «Стила», выпущенного Netflix. Он был показан через официальный аккаунт стриминговой платформы 1 августа. В нем неизвестный человек надел красный спортивный костюм и черную маску из сериала. Его усадили на стул с кинохлопушкой, на которой были написаны названия сериала, имя режиссера, дата выхода и другие подробности. Впоследствии кадр распространился в социальных сетях и стал вирусным среди ARMY. Фанаты быстро заметили, как сидел этот неизвестный человек. Они пришли к выводу, что стиль сидения был похож на стиль Ким Тэ-хёна, и предположили, что этот некто, должно быть, является айдолом кей-поп. После этого пользователь Твиттера заметил упомянутые детали относительно кадра и написал в Твиттере: «Не знаю, но эта королевская посадка выглядит ужасно знакомо». Пользователи сети предположили, что Ким Тэ-хён появится в предстоящей Гапаме «Игра в Кальмара 2» из-за нескольких подсказок. Главная героиня сериала, Чон Хо-ин, следила за айдолом в Инстаграм, и он был близок с ведущим актером Ли Чон Чже. Тем временем айдол также надел костюм охранника из игры в кальмара во время концерта Permission to Dance on Stage в Лос-Анджелесе, который состоялся 2 декабря 2021 года. Армии обратились к Твиттеру, чтобы поделиться своими мыслями по этому поводу. «Ладно, выслушайте меня все. Хо-хён подписана только на Тэ-хёна, она и Netflix лайкнули его посты. У Тэ-хёна хорошая связь с Ли Чон Дже, и он в видео с реакцией на его песню «Friends». Поза сидения напоминает Тэ-хёна. Сотруднику Netflix понравилась его фотография в костюме для игры в кальмара на Coincidence. Пожалуйста, скажите мне, что это тот самый Ким Тэ-хён. Пожалуйста, я так долго ждал актера Тэ-хёна, пусть это будет правдой. Зная его историю в выступлениях, я думаю, он умрет здесь, если будет участником. В противном случае я готов увидеть злого Тэ-хёна». Пользователи сети предположили, что на кадре, выпущенном Netflix, изображен Ким Тэ-хён. Они также заявили, что видят татуировку 7 на его бедре и порадовались возможности снова увидеть актера Ким Тэ-хёна на большом экране. Это он. Я отчетливо вижу татуировку 7 на его бедре. Актер Тэ-хён вернулся, друзья. Вот это он, точно. Держу скрещенными пальцы рук и ног за Тэ-хёна из «Игре в кальмара». Я действительно устал от того, что это выставляют шуткой. В любом случае, мой бредовый разум говорит мне, что Тэ-хён надел такую же маску на том концерте. Когда вышел первый сезон, все только об этом и говорили, что давление со стороны сверстников на меня не действует, мне было все равно. Если честно, но как только я увидел Тэ-хёна в костюме из игры «Кальмар», мне стало любопытно, и я посмотрел его, и я рад, что сделал это. Боже, я не знаю, но Тэ-хён должен сыграть эпизодическую роль, я умоляю. Всем доброго утра и самого позитивного дня. А вы видите отличия? Легендарная парочка в черном. На острове Чеджу открылось кафе, посвященное BTS Young Forever.
Арми говорят, что там очень приятная и домашняя атмосфера, вкусный кофе. Волшебный принц. Арми, которая постоянно посещает Compose Coffee и собрала огромную коллекцию подстаканников Тэхиона, делала розыгрыш для тех, кто не был в Корее и не мог посетить кофейню. 2 набора подстаканников поедет к своим обладательницам. Все спонтанное всегда становится самым запоминающимся. Джин занял первое место в номинации «Лучший момент эстафеты Олимпийского огня». Официальный комментаторский аккаунт Олимпийских игр в Париже в 2024 году голосует за факелоносцев Парижской Олимпиады в качестве кандидатов с 27 июля. Джин – член команды «Монако», гонщик Шарль Леклер, который выиграл множество чемпионатов, выступая в Формуле-1, известный американский актер Холли Берри и легенда испанского тенниса, входящая в большую тройку, считающийся лучшим в истории тенниса. Джин продемонстрировал свой статус величайшей мировой суперзвезды, заняв первое место среди мировых суперзвезд, таких как спортсмен Рафаэль Надаль и стрелок Абхинав Биндра, первый и единственный олимпийский чемпион Индии в личном зачете. Джин участвовал в качестве бегуна в эстафете огня летних Олимпийских игр в Париже 2024 года, которая прошла в Париже, Франция, 14 июля по местному времени. Будучи единственным иностранцем, Джин был необычайно активен, став первым бегуном в секции Лувра, достопримечательности и Старого дворца, в день взятия Бастилии, крупнейшем национальном празднике Франции. Средства массовой информации во всем мире сообщали о взрывной популярности Джина и его влиянии на Париж. Еще до того, как Джин пронес факел Олимпийских игр в Париже, крупнейший французский еженедельный журнал Paris Match представил Джина как единственного иностранца в статье под названием «Олимпиада 2024 года». Кто будет знаменитостью, которая понесет факел в Париже? Другими факелоносцами, представленными Парижским маршем, являются французские звезды в своих областях, в том числе футболисты Тьерри Анри, Блёс Матюиди, мисс Франция Сильви Тирьё, олимпийский чемпион Энцо Лефор и звезды Парижской оперы Дороти Жильбер и Уго Маршан. Американское информационное агентство Associated Press представило Джина как факелоносца, получившего наибольшее внимание. А американский Billboard включил эстафету огня Джина из BTS в число 10 вещей в статье «10 вещей», которых следует ожидать летом 2024 года на Олимпийских играх. Джин в этой статье упоминается первым. Хотя в эстафете огня во Франции участвовали многие известные знаменитости, тот факт, что Джин был первым среди них, доказывает непревзойденную популярность и статус Джина во всем мире. Второе место. Это так интимно.
снова эти интимные взгляды Чангука. Поверить сложно, но это действительно было. Их фанаты живут лучшую жизнь. Первое место. Такие очевидные, когда ревнуют, но все равно такие милые. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.